Сашка уехал в командировку на неделю, и мы с Чупи остались одни. Оля, где он? Вообще грустный, лег. Все, есть не хочу, пить не хочу. Нам по раздельности хуже, чем мы вместе. Все, нет Саши, нету души в доме. Это Саше дарили на работе в Вайзере, когда он работал. Мы бы сами никогда не покупали. Спасибо за подарок. Отель так себе для 4 звезд. По сравнению с Лодью, поинтереснее выглядит. Очень приятный город. По крайней мере, именно вот старая часть. Есть что посмотреть. Портал Вильнюс. Там тоже где-то в центре города стоит. Для нас в Чупегу прошла целая мучительная неделя. Цибула же звучит как цибуля. А, значит цибуля, правильно угадал? С маком. Ужас. Сидор. Он такой прикольный. Так и написано Люблинский. Ой, сегодня у нас с Чупи грустный день. Ребята, Сашка уехал в командировку на неделю, и мы с Чупи остались одни. И вы не представляете, как реагирует Чупи, как он себя ведет. Значит, мы пошли его провожать. Я даже ставлю фотографии. Не я, а Саша ставит, он монтирует. Попрошу его ставить фотографии, как он его ждал. Он вообще не понял. Мы стояли на остановке, Саша сел в трамвай, и Чупи такой: а где Саша пропал? И стал сидеть, пищать, его ждать, потом бегать его искать, потом уже смирился. Я говорю: чуть пошли домой. Он не хочет, он смотрит его направление, сидит и смотрит на то направление, где вот остановка была. Сидел, смотрел в том направлении, скулил. Потом говорю: Чупи, ну пошли, ну пошли. Немножко, вот реально каждый метр, там полметра он проходил, и в тревожности обратно поворачивался, и вот так вот ждал его, и так вот пищал. Потом у него появилась новая стадия. Я такого Чупи еще никогда не видела. Потом у него появилась новая стадия. Прохожих, мужчин, женщин он не обнюхивал, только мужчин. Он стал обнюхивать, бежать к ним, думал, что это Саша. Сдалека он не видел, думая, что это Саша, потом их стал обнюхивать, я, конечно, не давалась это особо делать. Потом уже ближе к дому, когда мы мы очень долго шли, это хотя идти 10 минут, но мы шли, наверное, все 20. Потом, пока ближе к дому, у него, наверное, появилась еще одна новая стадия мысль. Он подумал, что Саша ждет его дома. Он как мотанул, то вообще его не удержать было. Он просто вот прям со всей силы своей маленькой тянул, прибегает домой, открывает дверь. Он ищет везде, его нету, он на балкон, балкон закрыт, он пытается на балкон, показывает, чтобы я ему открыла. Он на балкон бегом, чтобы его, я открыла, он посмотрел, что там нет Саши, он вообще вот просто в нервном состоянии побежал в ванную, дверь ванной закрыта, он лапами стал открывать и открыл, он так немножко там щелочка такая была, и открыл, смотрит, там его нету. Смотрит на меня: Оля, где он? Вообще грустный, лег. Все, есть не хочу, пить не хочу. И вот сейчас я вам покажу. Лежит и смотрит в направлении двери. И вот так вот он, ребята, лежит. Уже сколько, не знаю, минут 20, как мы дома. Вот там дверь. Вот тут Чупи. Он еще периодически подбегает, когда слышит шаги. Соседи ходят, он думает, что это. Что это Саша. И вот так вот он лежит, представляете? Ничего не надо собаке. Просто лежит. Теперь лег под Сашин ствол креветочкой. Это будет влог о том, как Чупи скучает по хозяину любимому. Да. Мне, конечно, тоже грустно, потому что мы с Сашей всегда вместе. Я не хочу вообще скучать по Саше, мне это не нужно, то есть мне никогда не надоедает компания, мы всегда вдвоем, нам по раздельности хуже, чем мы вместе. Хотя, казалось бы, уезжать всего лишь на неделю, но грусть такая, все, нет Саши, нету души в доме, короче, отвратительно. Как я уже говорила, мы практически никогда не расстаемся, только я там ухожу на работу. Но всегда же прихожу. Грустно. Ладно, надо как-то поднимать настроение и себе, и Чупи. Вот знаете, вот первые вот эти минуты, первые часы,
когда его не будет целую неделю. Такая грусть и жесть. Все, но я сейчас возьму себя в руки и, наверное, буду наводить какие-нибудь порядки, что-нибудь делать такое, чтобы не грустить. Пришла нам посылка с Алиэкспресс. Заказывали такой чехол для планшета. Он вот такой резиновый. Так удобно. Так вот удобно ставить. То есть такая подставка. Вот так вот планшет удобно ставить. Мне очень нравится цвет, потому что наш, приятно, что он такой силиконовый, потому что бывший наш чехол, он такой более пластмассовый, не более, он пластмассовый, и он ломается вот тут вот углы. Ну, со временем неприятно. И мы решили вот такой заказать. Цвет очень-очень классный, мне так нравится. И еще, представляете, пришла такая ручка, где ты можешь вот так вот нажимать в планшете не пальцем, а так вот ручкой. Ну, это в подарок пришло, не знаю, мы не заказывали. У нас вот такой планшет. Это Саше дарили на работе в Вайзере, когда он работал. Вайзер, наверное, была самая такая добрая и щедрая компания. Представляете, вот подарили такой Apple планшет. Ну, мы бы сами... iPad. Такой, мы бы сами никогда не покупали, вот... Спасибо за подарок. Ну, короче, суть не в этом. И вот, видите, я заклеила, вот так вот углы отламываются. Вот тут есть отломанный угол. Здесь я скотчем везде позаклеила. Короче, пришло время менять. Все, приехал я в Люблин, заселился в отель. Он тут довольно крутой. 4-звездочный. Называется IBB. Какой-то гранд-отель. Сейчас покажу поподробнее. Ну, номер выглядит небольшим, но довольно таким приятным. Очень высокий потолок. Все необходимое. Небольшая кровать, в Софии побольше как будто была. Здесь одноместный номер. Там вроде был двухместный. Неплохо. Находится вообще почти возле самого старого центра. Правда, до офиса нашего далеко. Полчаса с чем-то идти. Но зато должно быть удобно. Так, ну и, конечно же, ванная. Тут небольшая душевая кабинка, полотенце. Все стандартно, все довольно простенько и в каком-то таком старом, богатом стиле. Ну, честно, не сильно впечатляет. Вот он, отель со стороны. Короче, я немножко расстроен этим отелем. Он так себе для 4 звезд. Нету многих вещей, например, тапочек. Там зубной пасты могли бы маленькую какую-то положить, миниатюрку. Короче, не очень. Кроме того, двери едва закрываются. Я сейчас минут 5 пытался закрыть дверь, чтобы уйти. Да. Зато расположение хорошее. Вот здесь прямо сразу какая-то пешеходная улица, она же площадь. И дальше старый центр, так что можно прям сразу от отеля пойти прогуляться. Сегодня очень хорошая погода. Воскресенье, все тусят, танцуют. Здесь очень много людей, неожиданно даже. Пойду ближе к старому именно центру посмотреть архитектуру. Неожиданные уличные музыканты с какими-то цимбалами. Но такое бывает тоже. Здесь, кстати, еще надпись стандартная: я люблю свой город. Но почему бы нет? Вот тут уже в более-менее старой части города. Ну, довольно красиво и миленько. Это Краковские ворота. Одна из достопримечательностей. И в целом довольно так миленько. Когда люди гуляют, прям даже живо. По сравнению с Лодью, это поинтереснее выглядит. А сразу за этими воротами, кстати, начинается самая милая часть. Классные узкие улицы, старинное здание, очень классно выглядит. Прям брусчаточка, все как положено. Вот здесь уже будет приятнее гулять в исторической самой части. Но здесь вдруг неожиданно младенец, как в Праге, скульптора Давида Черни. Наверное, здесь он тоже поработал. Интересно. Вообще классное здание, очень приятно находиться. Здесь рядом еще очень красивая Тринитарская башня.
Уже немножко не с того ракурса, но тоже такая мощная. Короче, я приятно удивлен Люблином. Да, здесь уже не очень красиво, потому что это на границе старого города с уже современным. Но здесь улочки прям кайфовые. Да, может это на контрасте с Лодью. Нам не хватало такого. В Кракове, конечно, все поинтереснее, но даже здесь я просто ожидал очень малого от Люблина, наверное. Поэтому меня легко сейчас удивить. Но неплохо. Реально, я прям как-то даже кайфую. Очень приятный город. По крайней мере, именно вот старая часть. Есть что посмотреть. Даже какие-то руины есть. Странная конструкция. Тут еще недалеко Люблинский замок. Он же музей. Попробую зайти внутрь. Узнать, есть что-нибудь интересное или нет. Вот так внутри. Кое-где еще какая-то реставрация идет, ремонт. В целом, красивое место. Интересная тут улица. Прям захотелось пройтись. Такая узкая, странная, темная иногда. Ну, еще более стемневший вечерний Люблин. Конечно, люди, гуляющие по городу, очень дают атмосферу, оживляют всю движуху. Так намного приятнее находиться на улице. Много заведений. Я до сих пор еще не поужинал. Направляюсь в кебабную. Выбор пал на кебаб, потому что, польские блюда и все остальное, думаю, мы еще тут за 5 дней перепробуем. Хочется чего-то необычного, и как раз давно не ел ничего такого. Ну все, пятница. Выселился из отеля. Иду на вокзал. Хочу купить еще пару местных штучек. Привезти. В принципе, похолодало, да. В начале недели было очень тепло. Мы во вторник весь день, такой провели типа день экскурсий. Были в Скансене, в боулинге. Еще прикольных вещей всяких поделали, погуляли. Потом в среду уже похолодало, и вот с каждым днем все холоднее становится, уже прям сильно осенняя погода. Здесь такая прям в центре пешеходная улица, прикольная штука. Портал Вильнюс. Там тоже где-то в центре города стоит такой же портал, и видно, что происходит в Люблине. Классная идея. Мы часто обращали внимание на этот портал, обсуждали с коллегами. Ну и в целом Люблин хороший, интересный город со своей историей, с интересным центром, старым. Плюс наши еще ребята, местные коллеги, были хорошими гидами, поводили нас по прикольным заведениям. Да, стоит приехать, да. На день-два вполне можно здесь найти себе занятий. Есть подземная экскурсия по подземельям старого рынка. Тоже было, такая довольно короткая, минут на 40, но довольно интересно. Там история, плюс такое представление. Был знаменитый пожар, и монахи там вышли с крестом и спасли город. Такая легенда. В целом, да, по старому центру, он тоже небольшой, но прогуляться очень даже интересно. Много прикольных заведений там внутри. Чупи! Ты счастлив? Ты рад? Твой хозяин приехал. Ребята, для вас прошла секунда, а для нас в Чупегу прошла целая мучительная неделя. Да, Юлек, устали ждать. Для меня прошла мучительнейшая неделя.
Сейчас Сашка покажу. Для меня прошла просто мучительнейшая неделя. Вы просто не представляете, как это было адово. Во-первых, Чупи оставлять одного, это был просто трэш. Он выбегал, он не хотел, он плакал. А он был один от 6 до, до 7, наверное, да, иногда. Иногда даже до 7 часов он был один. Ну, правда, он себя вел великолепно, я даже не знала. Он обычно, там дома оставался один, там час. Ну, максимум там 1,5. А сейчас он был очень много времени один, потому что я должна была ходить на работу. И я приходила, и в первый раз я думала, все, он, наверное, разнес там все, либо погрыз, либо что-то скинул. Нет, он просто спокойно лежал в топочках, представляете? Я даже скидывала, кто есть в Инстаграме, тот видел фотографию, как он вытянул тапочки. Ну, там нету на фотографии, как он лежит, конечно же, но есть на фотографии, как он тапочки расставил. Ну вот. Здравствуйте. Что вы скажете? Оставили нас одних. Зато рассказывал, я там в ресторан ходил, каждый день ходил, щечки ел. Какие там томленые в чем? Не знаю. А, какие ты говорил, щечки? А, говяжьи щечки. Да. И почти все это за счет компании. Очень классно, что за счет компании ходили всякие заведения. Был Гранд Отель. Который Сашке не очень понравился. Да. Ну и плюс. Я только 2 раза заплатил за еду за все время. Вот это круто, значит, еще получается командировочная станция. Да. У нас, получается, есть и наша компания, которая оплачивала часть всех дел. И есть клиентская английская компания, нас оплачивала вторую половину там ужинов и обедов. Приятно. Почти ничего не пришлось платить самому. Но они там англичане, для них в Польше вообще дешево. Поэтому они гуляем. Да. Наверное, ты должен показать, что ты привез, потому что я вижу, целый пакет стоит. И кое-что там, видимо, Сашка привез на вкусняшки. А я вам покажу, что мы с Чупи приготовили для Сашки. Вкуснейшая, красивейшая шарлотка. Ребята, сейчас потом что Сашка привез. И какой-то мокрый сверток. Жирненький такой. Это я купил в самой лучшей, я узнавала, пекарне, где делают самые лучшие местные цибулажи. Вау, я даже такого слова не знаю. Деликатес люблинский. То есть это не сладкое? Нет, это цибулажи. Так я не знаю, цибулажи звучит как цибуля. А, значит, цибуля, правильно угадал? С маком. Ужас. Это вкусно? Это прикольно. Цибуля с я маком? был обязан привезти это. Не, конечно. Специалитет. Пахнет очень вкусно, ребята. Но ужас, я сказала, что цибуля с маком. Там даже мне интересно. Есть. Офигеть. Это как музей этого перника. Да? Блин. Не, это обязательно попробуем. Вкусно блинчиком положим. Так, спасибо. Это офигенно, блин. Не могу. Я даже не слышала, что там есть... Ну, я про Люблин ничего не слышала. Оказалось, там есть выпечка местная. Именно я больше нигде не видел. Вообще... Поэтому я был обязан привезти. Ой, я сейчас попробовала, очень вкусно. А вообще, как тебе Люблин? Интересно. Прям... Вряд ли мы туда поедем ради города. 4 часа ехать. Далековато. Он прикольный, но... Побывать интересно, но раз-два. Вряд ли. Лучше куда-то так съездить. В Польше много мест. Еще столько новых. Класс. Еще что-то есть? Еще, ребят, что-то есть. Такое. Давай. Это тоже люблинское. Блин, ты прям постарался. Все чисто люблинское привез, Сашка. Да. Сидор! Он такой прикольный. Так и написано Люблинский. Лубельский. Это воеводство. Медовый. Прикольно. Еще сидор? И классический. И классический. Там я хотел еще. Но я не пью сидра. Поэтому это больше для тебя. Ты еще привез сидра? А сколько сидров будет? 3. Я хотел разных видов, но... А ты одинаково привез? Это самый вкусный, говорят. Как мне сказали местные. Но я еще нашел Саша навез. Интересный другой, медовый. Я, конечно, попробую, но уверен, что это не очень... для меня не очень вкусно. Но, блин, ты молодец. Всё местное. И полный рюкзак.
Ты молодец, все, хватит болтать, у нас еще куча дел, давай, пятюньку.